Товарищи! Ну что, товарищи, мы рады вас встретить, так сказать, у порогов Sidemasters версии 2.0. Что, собственно, произошло за последнее время и в каком формате мы сейчас вообще будем двигаться, давайте я вам сейчас попробую с пацанами рассказать. Я в ахуе. Давай. Очень большого количества людей возникло очень большое количество вопросов. Собственно, какого формата. Когда началась вот эта вся делюга с тем, что тут Калаш что-то продает, что-то не продает, потом там что-то закрылось, потом опять что-то закрылось, и никто ничего по итогу не понимает, что же происходит, включая нас. Собственно, что произошло? У нас здесь, так скажем, произошла перестройка. По чуть-чуть все изменилось. Ничего кардинального, но каждый аспект в какой-то мере подвергся переменам. С нами, к сожалению, больше не работает Никитос. Вот. Ну, то есть он как был нашим другом, братом, так и остался, но просто в формате данного задания он здесь не работает больше, к сожалению. Точно так же Максим, JB, который... Максим теперь этим самокатчиком у нас тут работает. Прокатит. Опять же, я повторюсь, никаких ссор, интриг, ничего. Мы с ними как братишками были, так остаемся и будем оставаться быть братишками с ними, мы. Вот. В остальном, как бы, парни просто решили заниматься другими делами, где-то отойти от машин, где-то еще чем-то заниматься. В общем, в принципе, ничего не важно. Никаких скандалов, интриг нет, все хорошо, просто вот так в жизни бывает. Вся основная проблема, которую я вижу, почему оно все у нас здесь не очень хорошо работало, потому что те уже, кто давно следил за всем, что здесь происходит, мог подметить, что изначально суть проблемы — это хобби одного человека, которое он на 100% содержал, имея возможность. Сейчас у него такой возможности в тех же масштабах все это делать, к сожалению, нет. И теперь суть вот этой всей, так скажем, реформации была к тому, чтобы это все уже с калашовских плеч как-то спустилось на землю и смогло как-то самостоятельно работать. И, соответственно, что мы для этого предприняли все вместе с пацанами? Активно начали заниматься продажей мерча. Ремувками, там, вонючками, будет новая одежда. В идеале вообще запустить какие-то коллекции, еще что-то. Но чтобы это все сделать, чтобы это все реализовать, нужно сначала, как минимум, пасхалку вот с этими вот делами, вот с этими вот, решить уже вопрос закрыть. Он очень активно решается. Вот, и в дальнейшем уже можно будет как-то делать акцент на какую-то смену дизайна, еще что-то, потому что вот это вот все, я уже думаю, начинает людям приедаться. Хотя вам огромное спасибо за то, что вы все равно покупаете наш мерч. Это реально очень сильно чувствуется, очень мы дорожим вашей поддержкой и доверием. Спасибо вам за это огромное. Но более детально про мерч и всю эту дальнейшую историю вам расскажет Владик. Где этот Лобаныч вечно где-то проебывается? Влад! Хватит тут сидеть, ты надоел. Чем ты тут вообще занимаешься? Я выставляю товары на Озон вообще-то. Что за Озон? Что за товары? О чем речь? У нас вы можете на Озоне купить набор аксессуаров с вонючками и ремувками, наклейки на лобовое, различные футболки, а также долгожданные худи, которые вы так все долго хотели и ждали. Я вообще молчаливый, просто заставили. Вторая сфера, которую мы сейчас начинаем активно развивать по сравнению с тем, что было до этого, это непосредственно сервис. У нас получилось так, что произошло разделение. 3 направления. Направление автомобилей Калаша, тюнинг, кастом и еще что-то. Это второе отделение. И третье отделение — это активный ремонт гражданских автомобилей. То бишь ваших. За калашовские машины отвечаю теперь непосредственно я. За какой-то тюнинг, кастом, еще что-то, какие-то неординарные решения по нестоковым машинам и еще что-то отвечает Вова Дымшаков. И управляющий сервиса, соответственно, сейчас у нас стал Антоха. И что там у них происходит и как это все будет работать, уже непосредственно вам расскажет Антон. От себя хочу добавить, что очень насущный вопрос — это розыгрышный Сильвии S14 черный, который мы будем разыгрывать после того, как вот эти вот паки начнут все доставаться вам. Просим прощения, что реально вы очень долго все ждете, очень много людей. Спасибо вам огромное за то, что вы не перестаете нам доверять и никак там, ни в каком негативном ключе это не выставляется. По крайней мере, я этого не вижу нигде, ни в комментариях, ни по какому-то личному общению, нигде. За это вам огромное спасибо. Паки отправляются. Бедный Лобаныч у нас уже живет на складе и собирает вам вот эти ваши паки для того, чтобы они уже поскорее оказались у вас. По 4 машина собирается, машина почти готова, собирается салон, остатки салона по пластику, чтобы полностью его собрать. Отвез я на днях в ателье, и машина ждет тестов непосредственно технички.
О, у меня же есть, ну, как у серьезного человека, внутренний команд. Все? Пишем. Добрый вечер. Так сложилось, что в это непростое время бремя управлением сервисной частью свалилось на меня. Начали с того, что сервис у нас теперь находится в другой части бокса. Почему? Потому что здесь просто банально удобнее заезд. Большие ворота и... Пойдем, покажу. И свет на улице. У нас теперь просто невероятно удобно заезжать. Ну и давайте расскажу, что у нас здесь происходит. Также мы тут закупили новый инструмент, а именно новые верстаки и частичный инструмент. Поставили больше света в бокс, в сервисную часть. Добавили стеллажей, чтобы можно было хранить ваши запчасти, и они не терялись. Ну, не то чтобы они до этого терялись, но сейчас система хранения немного улучшилась. Ну и давайте покажу, что у нас здесь есть, что мы делаем в данный момент. Toyota Soarer, или Soarer, кому как удобно, Turbo GZ, переделали проводку на катушке. Вот здесь вот будет фоточка красивая. Lancer Ralliart, замена турбины. ВАЗ-2101, изготовили новую проводку. BMW E46, замена прокладки поддона. Silvia S15, замена сцепления. А это наш руководитель отдела кастома. Привет. Его зовут Вова, и он делает вот такие штуки. Под РДС, под профессиональные дорогодолларовые соревнования. И сейчас он вам расскажет про ручник на 46-й. Возможно. Володенька, мы же тоже умеем бегать, Володя. В общем-то, рассказываю. Задача по этой 46-й была установить ручник, штатное место, так, чтобы зацепить как можно меньше пластика в салоне. Ну, типа, ничего не испортить, оставить рабочий прикуриватель, оставить рабочую вот эту консоль, не сделав в ней вот такую дырку, как все обычно это делают, и сохранить стеклоподъемники на передние двери, на передние стекла. Что мы сделали? Мы полностью с нуля изготовили базу ручника, вырезали ее на лазере, все красиво, все запроектировали, покрасили, установили, все четко сделали. Изготовили ручку полностью из алюминия, вот, и сделали ее съемной, так как заказчик попросил сделать этот элемент именно таким, чтобы его не ругали гаишники. Вот, значит, такая ручка алюминиевая, легкая, охуительная. Алюминий до 16, пиздец прочный, не сломаешь никогда в жизни. Тут накатка специальная от токаря Славика. Вот, значит, все мы это сделали, установили. Все это прекрасно работает. Вчера ездили кататься, тестили. Вот, и еще перенесли кнопки стеклоподъемника с этой стороны на эту сторону. И теперь с правой стороны у нас стеклоподъемники на передние стекла, на оба. Они как в заводе, слева и справа. Но я думаю, следующим этапом по этой машине будет установка кулисы, которая, кстати, скоро появится в продаже. Тоже полностью наша кулиса, изготовленная тоже из алюминия. Вот, мы уже поставили тестово такую кулису на одну машину, клиент доволен. И сейчас у нас ожидается такая мини-партия таких кулис, и скоро мы вам об этом расскажем и все покажем. Здравствуйте, На Илья. Audi соточка в 104-м кузове. Да. Старое говно. Что можно с ней у вас здесь сделать, чтобы как новая машина? Ну, смотрите, Илья, я порекомендовал вам компьютерную диагностику. Годится. Диагностику подвески. Готов рассмотреть. Замену масла. Нормально. Ну и всех технических жидкостей остальных. Выкинуть ее, в принципе. И что-нибудь другое. Нет, не подходит выкинуть. Почините? Мы можем вам ее починить. Обращайтесь. Спасибо, брат. Так, Илья, ну значит, смотрите, еще мы можем вам предложить сварить новый выхлоп. Но только мне надо, чтобы он был сделан максимально качественно. Вот, Ну, тогда это вы попали точно по адресу. Значит, дальше поможем вам предложить заменить двигатель на более мощный. И сразу же к нему еще новую проводку сделать, чтобы не было с этим вопросов. Вот, ну и подвесочку там обслужить, поменять ступицы, там, амортизаторы и вот это все. Тоже мы бы вам предложили. Что годится, делаем. Как рад, что я наконец-то нашел место, в котором можно сделать все и сразу. Ну и вся эта красота ждет вас в Адлере по адресу Энергетиков 3 и запись по телефону вот этому красивому. Ждем вас, записывайтесь. Какашку еще размазал на стекле. Да, алюминий этот продаем нахуй. Все, пока. Комфортно сзади? Смотрите, пуля какая. Вы такого не видели и больше никогда не увидите. Антоха, привет. Не, ну прикольно же. 110-й на тройниках вы вообще видели когда?
Я нет. Красиво. Ну как, необычно, я бы сказал. Но прикольно. Ай, бля! Серьезную походку сделать? Ну-ка, снимите, пацаны с Крыма. Огромный привет вам. Уберите помойку свою нахуй! Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Помогите толкнуть зетку, пожалуйста. Ну, пожалуйста. В общем, сейчас мы увозим вот этот многострадальный автомобиль в кузовню на ремонт. Запчасти на него почти все приехали, но при этом, помимо того, что мы отвозим туда Z-ку, отвозим туда бампер от казашки, который я благополучно сломал, когда мы были еще на Дрифтэкспо, и надо его починить. Взамен вот этого автомобиля мы привозим оттуда S14. Секретный проект, нереальный вообще. На самом деле там просто обычная четырка. Дальше вы все по ней увидите уже, я думаю, в следующем выпуске. Поэтому мы отвозим это туда, ту привозим сюда. Как обычно, не толкай. Круглые катай, блядь, квадратные носи, ну или как-то там говорится, короче, вы меня поняли. Какая классная тачка. Здравствуйте, молодой человек. Тачка у вас крутая, подскажите, где вы купили такой кусок дерьма? Доставали. Чё, как жизнь вообще? Вот вы переживали, вот Никита, смотрите. Расскажи что-нибудь. Только тебя не будет слышно один хуй. Ну вот, такие дела. Извините, мне звонят. Потом сюда, так дальше по прямой. Deja vu, I just been the place before. Бля, даже захотелось. Higher in the... А ты знаешь, что там новый вышел сериал у них? Да ну на. Да? От создателей Initial D новый вот в октябре месяц назад вышел. Мне не интересно, я вот этот перевозчика хочу нового посмотреть. Вместе эвакуаторщиков перевозчик. Слышал такой фильм? Нет. А там Лысый тоже, да, в главной роли? Вообще все фильмы любого жанра с лысыми в главной роли охуенные. Базар. Сайд Brothers, знаешь такой? If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. Tip my hat to the sun in the west. Feel the beat right in my chest. At the crossroads, a second time. Make the devil change his mind. It's a pound of blood, but it's really a ton. 99 problems and a bitch ain't one. If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. Кстати, как вы могли заметить по этому выпуску, у нас еще есть эвакуатор, поэтому если ваша машина сломалась где-то непонятно где в районе Краснодарского края, звоните, мы ее привезем и починим. Вот калашовская Mazda RX-7. В очень крутом, хорошем состоянии машина прибывает. На ней поменяли, обслужили мотор, сняли, обслужили, собрали новый мотор на базе старого ее родного. А сейчас мы хотим полностью восстановить ее в сток, потому что предыдущий мотор загнулся из-за того, что была какая-то детонация непонятная. Ну как непонятная, скорее всего понятная, потому что вот это. Это управление наддувом в этой машине было реализовано вот так, с помощью 4 маковских соленоидов. Сейчас я благополучно все это говно отсюда выдрал, на уверенном. Но сейчас, когда я начал, в принципе, задаваться вопросом, что мне нужно сейчас будет сделать, мне стало, если честно, плохо. В общем, у нас есть вот такой блок соленоидов из 7 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот так вот это выглядит. Далее на впуске еще какие-то 3 соленоида. Один, кстати, сломанный.
Еще вот один соленоид вот там. Куча каких-то вакуумных бочонков, как минимум, я их вижу 3. И не факт, что это уже все, которые я увидел, это так поверхностно. Ну и, собственно, вот так выглядит заводская схема вакуумов, которую мне надо восстановить. Вы вообще прикидываете? Каждая вот эта цветная полосочка — это шланг. Проблема в том, что даже не то, что проследить, куда это идет. Вот эти вот 7 соленоидов, это они. Но из-за того, что оно вот так вот тут все сделано, вот это вот все какие-то перемычки, воздух идет туда-сюда. Я даже на данной стадии, пока что, я только начал, не могу понять, какой вот из этих соленоидов является вот здесь каким. Короче, очко полное. Я на самом деле вообще, редко такое бывает, но я на самом деле не уверен, вообще справлюсь я с этим и вопросом или нет. Или придется Артуру с треугольника прислать сюда заниматься этим. Я ему только что позвонил, он сказал, что он первый раз, когда это делал это неделю. Вот. Человек, который занимается роторами, на секундочку. И меня это напрягает. Если он делает это неделю, хотя бы примерно понимая, что это за мотор, то у меня, скорее всего, может уйти на это месяц. Ну что, как бы грустно, надо попробовать, а там дальше видно будет. Все, выключай, грустно мне стало. Короче, мы тут посидели и поняли, что как будто бы уже близко СДЧ. И я вспомнил, что у меня есть автомобиль, оказывается. Кто не знает, у меня на нем полег мотор 3 УЗ месяца 2 назад. Вялотекущий процесс с мотором шел, но особо я им не занимался, поэтому как-то так. И тут Калаш вдруг решил, что мне надо ехать в Сочи Дрифт Челлендж. Изначально, честно скажу, я не собирался этого делать. И плюсом еще мне пластик обвес пришел, и как-то это все воодушевило, что ли. И вот захотелось снова почему-то заниматься своим автомобилем, хотя такого желания не было абсолютно. Во-первых, сейчас у меня тут примерки вот этой всей пастилы. Разумеется, оно все тут, вот это вот все, ничего не выставлено, просто на скотче висит. И резина не того размера, которого должна быть. Короче, это просто примерки. Ну и еще забавный такой момент. Никогда не было, и вот опять. Первая пословица. Вторая пословица. Все новое — это хорошо забытое старое. Ну и, соответственно, в начале моего вот этого монолога я сказал, что у меня сломался мотор. И при этом он не починился до сих пор. Процесс идет, но медленно. У меня есть все, чтобы собрать низ. Головки лежат в Москве у Степана Пузырева на тюнинге там секретном. Ну и, соответственно, помимо вот этой всей пастилы, как-то же он должен передвигаться. Как вы думаете, какая идея пришла в голову нам тут всем совместно? Правильно. Засунуть туда-обратно его старый мотор, который в нем стоял изначально. Ну, не изначально, который мы туда ставили 2 года назад. Отличный боец. Никогда не подводил. Поэтому сейчас я его, наверное, сюда поставлю, а потом уже будем думать. Приедет, успею собрать тот мотор, поставлю тот мотор. Не успею, буду кататься пока на этом в любом случае. Возможно, СДЧ первый этап на нем проеду. Вот. Так что как резервный запасной вариант просто отличный. Как хорошо, что мы его не продали, никуда не поставили. Меня это очень радует. При этом я думал, что я вообще особо ничего не буду делать. Чуть-чуть перекручу на весуху, что я с него там снимал, свечки, вкручу еще что-то. Но по итогу, короче, не получилось. Сразу пошел вот такой вот процесс. Вот такой вот процесс. Короче, решил хотя бы немножко облагородить проводку, которую я делал 5 лет назад на него. И она была сделана временно и очень похабно. Вот. Сейчас будет чуть менее похабно, чуть-чуть получше, но как бы не милспек, просто будет проводка и все. То есть если на 3 УЗ под ВЕМС, если я заморачивался, делал прям хорошую новую проводку, там ни одной скрутки, ничего нигде нет, здесь они будут, просто чтобы оно работало и было более-моль аккуратненько. Ну а далее что? В принципе, вы уже все это видели. Я возьму, отцентрую опять там удлинителем с изолентой сцепления, поменяю свечи, прикручу вон кронштейн обводного ролика, закручу болт колена, прикручу обратно весь пластик, замотаю проводку, проложу ее. Ну и, собственно, буду ставить сюда. По идее, у меня все болтон, то есть коллектора болтон, лапы болтон, все болтон. То есть это просто по факту замена мотора. Я думаю, никаких проблем не должно возникнуть. Далее, для того, чтобы перейти на 17 колеса, как я сейчас хочу это сделать, потому что были 16, у меня в планах разварить еще дополнительно нижний рычаг, чтобы увеличить колею, чтобы колесу было там проще поворачиваться, потому что оно тупо больше. Ну и для того, чтобы сравнять морду с жопой под широкие крылья. На жопе, в принципе, все сделано. Единственное, что я хочу заморочиться, там переделать немножко амортизаторы. У меня сейчас по высоте машина сзади не регулируется, и одна сторона ниже, чем вторая, меня это бесит. Вот, и я решил сейчас заняться этим вопросом. То есть, грубо говоря, фронт работы у нас поставить мотор, установить весь пластик, двери, там, капоты, чтобы машина была полностью ровная, но пока разноцветная. Поставить коробку, усовершенствовать подвеску и мчать. А вы посмотрите, что из этого получится. Я не знаю, мне кажется, уже даже неинтересно смотреть, потому что это уже все тут происходило неоднократно. Но мы вам снимаем просто лайв, то, что тут происходит. Ну вот, жизнь цикличная. И сейчас я вот, дефорс у меня происходит. Но я просто хочу кататься. Извините. Спасибо, Клим Саныч. Старались.
Честно говоря, потраченного времени жаль. Да. Пятикратно переваренный кал. Да. Пока, собственно, я тут всем вот этим вот занимаюсь. Пацаны Семен, Антоха едут в Москву, там встречаются с Калашом и гонят на крутое мероприятие от Dark Side. Ну а что там будет происходить, пацаны вам все расскажут, покажут, и вы увидите это в следующем выпуске. Мир. Давай выше. Все, хорош. Хорош, блядь, куда ты нахуй? Ниже, блядь. Все, хорош. Если бы я высоты боялся, я бы на Ауди не ездил.